Привет! С вами снова Ольга, и в этом видеоуроке я вам покажу, как связать вот такого маленького мишутку, мини-мишку. На моем канале в одном из самых первых уроков мы с вами вязали похожую фигурку. Мы делали мини-зайчика, мини-бани. Для того, чтобы посмотреть это видео, вы можете перейти по ссылочке и посмотреть, как вяжется зайчик. Туловище вяжется точно так же. Туловище, голова и лапки вяжутся точно так же. Небольшое изменение: мы здесь сделали немножко другие ушки и немного по-другому оформили личико. Я надеюсь, что этот мишутка вам понравится и вы его свяжете вместе со мной. А также не забывайте ставить лайк на это видео, если оно вам нравится. И вы хотите еще таких же героев, маленьких зверюшек серии мини. Ну что, давайте начнем. Для вязания маленького медвежонка я буду использовать пряжу кроха цвета шампань и цвет багряный. Основу мишки, основной цвет будет вот этот цвет шампани, а рубашечку я ему буду вязать багряным цветом. Также нам понадобится крючок, контрастная нить для отметки рядов или маркировочное колечко, игла и ножницы. Давайте начнем. Начинаем вязать с ноги, делаем магическое кольцо, располагаем нить на руке и обводим два пальчика так, чтобы у нас получился крестик. Под первую нить заводим крючок и захватываем дальнюю. Вытягиваем петлю и крючок поворачиваем. Снова захватываем рабочую нить, это та нить, которая у нас с вами идет от клубочка, и вытягиваем петлю. Магическое кольцо у нас готово. В это кольцо вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Кольцо стягиваем, прокладываем контрастную нить между рядами и во втором ряду вяжем 3 прибавления. Первую петельку вяжем столбик без накида, вторая петля прибавление, в один столбик в одну петлю вяжем 2 столбика без накида, первый и в эту же петлю второй, снова столбик без накида, следующая петля прибавление, в одну петлю вяжем 2 столбика, первый и затем в эту же петлю второй, столбик без накида и прибавление, первый и в эту же второй. У нас с вами во втором ряду получилось 9 петелек. Следующие два ряда, 3 и 4, вяжем без прибавлений по 9 петель. Первый, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Третий ряд мы с вами связали, и последний ряд, четвертый. Снова 9 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Нить закрепляем и обрезаем. Большой кончик нам здесь оставлять не нужно. Подтягиваем петельку. Контрастную нить можно вытащить. Таким же образом вы вяжете еще одну такую ножку. Теперь берем 2 готовые ножки
И связываем их между собой вот за нити, не которые у нас с вами идут от магического колечка, а за нити, которые у нас остались от завершения вязания ноги. Просто берем и между собой их аккуратно связываем. Теперь берем пряжу другого цвета и начинаем вязать туловище. Вводим крючок от петельки, видите, у нас вот здесь идет соединительная петля. Мы этот столбик пропускаем и вводим крючок в следующий. Прикрепляем нашу нить, делаем воздушную петельку, и эта воздушная петля будет считаться первым столбиком. Итак, первый столбик в следующую петлю, второй, следующая петля, третий, дальше четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. По одной ножке мы с вами связали 8 столбиков без накида. Теперь переходим к вязанию второй ноги. Точно так же пропускаем петельку, в которую мы с вами вязали узелочек. Дальше считаем 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и последний 16. Теперь нам с вами нужно ввести крючок в самую первую петельку. Перед этим мы прокладываем контрастную нить между рядами. Вводим крючок в самую первую петлю. Это у нас первый столбик следующего ряда. По туловищу мы с вами связали один рядочек. Теперь вяжем второй. Здесь мы с вами вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Прибавление. В одну петельку вяжем 2 столбика. Первый и в эту же петлю второй. Продолжаем вязание. 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Прибавление. В одну петельку вяжем 2 столбика без накида. Первый и второй. Дальше вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий и прибавление. В ряду у нас с вами получилось 18 петелек. Следующие 2 ряда, 3 и 4, мы вяжем без прибавлений по 18 столбиков без накида в ряду. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и последний 18. Следующий ряд вы вяжете самостоятельно.
Я связала 4-й ряд туловища. В 5-м ряду мы делаем убавление. Вяжем столбик без накида, убавление. 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 Столбик без накида и убавление. В ряду у нас с вами осталось 12 петель. Нить закрепляем и обрезаем. Кончик для пришивания в туловище мы оставлять не будем. Будем пришивать цветом тела нашего медвежонка. Подтягиваем узелочек, контрастную нить отсюда вынимаем и переходим к вязанию головы. Делаем магическое кольцо. Под первую нить заводим крючок и вытаскиваем дальнюю. Поворачиваем, захватываем рабочую нить и вытаскиваем через петлю, которая есть на крючке. В это магическое кольцо вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Кольцо стягиваем, прокладываем контрастную нить между рядами и во втором ряду вяжем 6 прибавлений. В каждую петельку первого ряда вяжем по 2 столбика без накида. Первое прибавление, второе, третье, четвертое, пятое и последнее, шестое. В ряду у нас 12 петелек. В следующем ряду также делаем 6 прибавлений. Вяжем столбик без накида, прибавление. Столбик без накида, прибавление. Снова столбик без накида, прибавление. Столбик без накида, прибавление. Столбик без накида, прибавление. Столбик без накида, прибавление. Столбик без накида и прибавление. В третьем ряду у нас с вами 18 петелек. В четвертом ряду делаем 6 прибавлений, прокладываем контрастную нить и вяжем 2 столбика без накида, прибавление. Первый, второй, прибавление. Снова первый, второй, прибавление. Первый, второй, прибавление. Первый, второй, прибавление. Первый, второй, прибавление. И последний раз первый, второй и прибавление. У нас с вами в ряду 24 петельки и начинаем вязать 5-й ряд. Здесь мы вяжем 3 столбика без накида, прибавление.
первый, второй, третий, прибавление. Снова первый, второй, третий, прибавление. И таким образом продолжайте до конца этого ряда. Мы с вами связали 5 рядов, в ряду 30 петель, в следующем ряду, в шестом, мы вяжем без прибавлений, 30 столбиков без накида. Этот ряд вы свяжете самостоятельно и возвращайтесь ко мне. Шестой ряд я связала, в седьмом ряду увеличиваем количество петель на 6. Вяжем 4 столбика без накида, прибавление. Первый, второй, третий, четвертый. Прибавление. Снова первый, второй, третий, четвертый. Прибавление. И так до конца этого ряда. Мы с вами связали 7 рядов, в ряду 36 петелек. Следующие два ряда, 8 и 9, вяжем по одному столбику без накида в каждую петлю. Эти два ряда вы свяжете самостоятельно и возвращайтесь ко мне. Я связала 9 рядов, и теперь мы с вами начинаем делать убавление. В 10 ряду вяжем 4 столбика без накида, убавление. Первый, второй, третий, четвертый. Убавление. Первый, второй, третий, четвертый. Убавление. Снова первый, второй, третий, четвертый. Убавление. И таким образом продолжайте до конца этого ряда. 10 ряд я связала, в ряду у нас 30 петель, в 11 ряду мы с вами вяжем 3 столбика без накида, убавление. Первый, второй, третий, убавление. Снова первый, второй, третий, убавление. И еще раз. Первый, второй, третий, убавление. И так до конца этого ряда. Мы связали 11 рядов, в ряду 24 петли, в 12 ряду вяжем 2 столбика без накида, убавление. Первый, второй, убавление. Снова первый, второй, убавление. Еще раз. Первый, второй, убавление. Первый, второй, убавление. Первый, второй, убавление. Первый, второй и убавление. Мы с вами связали 12 рядов, в ряду у нас 18 петелек, и теперь нам осталось связать 13 ряд, он будет последний для головы. Здесь мы с вами вяжем столбик без накида, убавление. Столбик, убавление. Снова столбик, убавление. Столбик, убавление. Столбик, убавление. Столбик,
убавление, столбик и убавление. Ну вот, голову мы с вами связали. Теперь нам нужно петельку закрепить. Вводим крючок в следующую петлю, захватываем рабочую нить, вытягиваем и вытягиваем через ту петлю, которая на крючке. Снова захватываем рабочую нить и продеваем ее в петельку, которая на крючке. Нить обрезаем и оставляем небольшой кончик для пришивания. Этот кончик вытягиваем через петельку и узелочек подтягиваем. Контрастную нить можно вытащить и добавляем внутрь наполнитель. Я добавила наполнитель и в голову, и в туловище. И теперь мы начинаем пришивать голову к туловищу. И делаем это следующим образом. Поскольку нить у нас идет из головы, то мы сначала заводим иголочку в туловище. Заводим ее изнутри в следующую петельку за узелочком. Теперь изнутри заводим иголку в следующую петлю головы. И поскольку у нас одинаковое количество петель и в голове, и в туловище, то мы пришиваем каждую петельку головы, одну петельку туловища. Теперь нить закрепляем.
Стараемся узелочек сделать как можно менее заметным. И кончик этой нити прячем или в голову, или в туловище, как удобно. Теперь оставшуюся нить обрезаем и этот хвостик прячем в туловище.